Всех приветствую на нашем канале. У нас на дворе, не знаю, когда вы будете смотреть это видео, но у нас на дворе уже Пасха, майские праздники, не за горами. Сегодня мы решили приготовить супер сочную свиную шею в казане. Итак, давайте приступим. Что нам для этого понадобится? Естественно, у нас здесь чуть больше килограмма, ну, наверное, 1,5 килограмма, я думаю, свиной шеи. Сначала давайте порежем ее и замаринуем. Нарезаем примерно на стейки по 2 сантиметра толщиной. Так, где-то по 2 сантиметра нарезали. Теперь нарезаем так же, как на шашлык, на кусочки. То есть, ну, примерно спичный коробок, 1,5-2, то есть в зависимости от того, какие любите. Все, друзья, вот на такие куски порезали, как спичный коробок. Теперь возьмем лук и порежем полукольцами. Практически как на шашлык. Решил я четвертинками порезать. Все-таки немножко... Это, я думаю, вообще не важно, полукольцами или четвертинками. Мы возьмем пару головок лука. Для маринада нам больше не нужно. Теперь лук порезали. Мы его... Первую партию я уже присолил, помял. Вторую тоже немножко присолим. И разомнем. Так, друзья, у меня оказалось посуду мелковато, поэтому решил я пересыпать в более объемную посуду. Так, теперь у нас здесь где-то 1,5 килограмма. Я возьму столовую ложку соли. Больше не буду брать, так как я немного добавлял в лук уже. Черный перец молотый, его на глаз. Примерно чайную ложку, может быть, чуть больше. Обязательно молотый кориандр. Это одна из моих самых любимых специй. И добавлю зиры. Ее сейчас немножко разомнем в руках. Здесь примерно чайная ложка. Давайте ее подавим. Все, теперь все это хорошенечко перемешиваем. Все, вот у нас получилось мясо, лук, соль, перец и специи. Оставляем мариноваться на час минимум. Ну, час это самое, наверное, мне кажется, оптимальное время. А мы пока приступим к дальнейшему приготовлению. Сейчас увидите, что будем делать. Пока свиная шея у нас маринуется, давайте с вами проделаем следующие манипуляции. Нам необходимо сделать луковый сок. Делать мы его будем блендером или комбайном. Кто чем может, у кого что есть. То есть порежем лук. Нам нужно его порубить мелко-мелко. Для этого дела лука нужно много. Я возьму, сколько у нас получается, ну, головок 5-6, наверное, чтобы сока было побольше. Теперь делаем следующее. Берем обыкновенную марлю, накрываем. Ну и продолжаем те же самые манипуляции с оставшимся луком. Ни капли лука мимо. Так, теперь нам необходимо очень хорошо и очень много выжать лукового сока. Все, вот теперь в марлю и будем выдавливать. Итак, сок мы надавили. Все, теперь ждем, пока мясо замаринуется. И тогда уже перейдем к казану.
Мясо у нас уже маринуется целый час. А перед тем, как перейти к казану, я нарезал 500 грамм свиного сала. Из него мы будем вытапливать весь жир. Итак, давайте пройдем к казану и приступим к приготовлению. Итак, казан на огне. Отправляем свиное сало. И стараемся по максимуму выпарить жир. Огонь держим хороший, максимальный. Итак, сало готово. Смотрите, вот до такого состояния вытопили. Все, оно нам больше не нужно. Извлекаем из казана. Так, итак, жир у нас как раз сейчас хорошо прогрет. И теперь небольшими порциями нам необходимо обжарить свинину. Обжариваем до золотистой корочки, прям, чтобы хорошо поджарилось. Чтобы был эффект, как на мангале. Смотрите, на хорошем огне обжарилось вот до такого состояния. Там все, нам этого пока достаточно. Вид уже у мяса отличный, уже аппетитный. Пока его отправляем, и ждет своей очереди. Отправляем в тарелку. Прежде чем закинуть следующие куски, обязательно секунд 20 ждем, чтобы лишняя жидкость выпарилась. Огонь держим максимальный. Вот у меня получается где-то по 4-5 кусочков я обжариваю сразу. Таким образом обжариваем все остальное мясо. Итак, я закидываю последнюю партию мяса. Ребят, буквально по минуте оно где-то жарится в хорошем масле, в хорошем температуре. Обжариваем где-то минуту. Ну, по крайней мере, на моей печке у меня так получается. Смотрите, оно мгновенно прихватывается. Нам главное его обжарить, чтобы весь сок остался внутри, чтобы оно запечаталось быстро и было красивое. Посмотрите, какая получается красота. Я вот вам показываю. Оно все очень приятного цвета. Смотрится все очень аппетитно. Специи играют. Корочка образовалась. Так, извлекаем последнюю партию. Шикарное мясо. Шикарная шейка. Теперь убавляем сразу огонь. Практически на минимум, он нам больше пока не нужен сильный. И лишний жир мы убираем. Так, огонь убавили. Отправляем мясо. Казан не до конца остыл. Отправляем луковый сок. И немножко добавим водички. Все, казан со временем сейчас подостынет, ребят. И теперь нам необходимо потушить мясо. Сколько по времени буду тушить, тогда скажу. Каждый раз по-разному получается. Все, накрываем крышкой. И ждем, когда приготовится. Итак, друзья, где-то минут 30 в общей сложности мясо томилось у нас. Оно абсолютно готово. Сейчас мы его извлекаем. Очень похоже на шашлык по виду. Я думаю, по вкусу еще вкусней. Ну что, идем пробовать. Итак, снимаем пробу. Посыпали зеленью. Сегодня без всяких соусов. Сегодня с банальным кетчупом. У нас много всяких соусов на канале. Сегодня мы не будем готовить. Аккуратненько отрезаем.
И снимаем пробу. С хлебушком прикуску. В идеале лаваш нужно, но сегодня вот так. Это реально блюдо не хуже шашлыка. Оно сочное. Мясо получилось, сами видите, кусочки все равномерно прожаренные, с корочкой, внутри сок. Обязательно приготовьте это блюдо. На празднике это самое то. Да, не хватает какого-то специфичного соуса, может быть, лучком посыпать, но это уже у каждого свое, у кого какая фантазия, кто что больше любит. И, ребят, если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Впереди еще много хороших видео, вкусных видео, поэтому всех приглашаем на наш канал. Всем пока, всем до встречи.